Помните мое видео, где парень апнул 40 ранг за 15 дней? Сейчас мы посмотрим на аккаунт, где человек апнул 45 ранг за 18 дней. Но если ты хочешь попасть в видос, ссылочка на Discord в закрепленном комментарии. Ну, здравствуй, господин спидранер. Привет. Хочу тебе сказать спасибо, что ты пришел ко мне на обзор, потому что, блин, на самом деле таких вот спидран-аккаунтов очень редко встретишь. Да, и это и вам спасибо за то, что вообще в Discord позвали. Много новых людей там нашел хороших. Не занимайтесь этим люди, лучше наслаждайтесь игрой. 18 дней, 45 ранг, ребята, это вообще офигенно. Уже 46-й. Прошло 2 недели, мы 2 недели не могли записать. Вообще, первого персонажа ты когда получил? Эмбер я получил 10 октября прошлого года. Когда там игра только вышла, мне сказали: вот, посмотри, офигенная анимешная игра вышла. Я зашел, поиграл 20 минут, вышел. Сказал: я в это никогда в жизни не буду играть. А потом 26 числа я захожу и думаю, я хочу быть анимешным. Я не думал, что в эта игра настолько будет, качественная, что первые 7 дней я часов по 12 играл в нее. Просто невозможно было остановиться, и слишком много контента, и поэтому, наверное, была хорошая идея подождать годик, можно так сказать. Ну, тут ты прав. Вернулся прям на Инадзума, я тебе скажу. Да, я вот увидел, что 2.0, там везде вот эта реклама была. Получается, 26 числа ты играешь, сейчас у нас, какое сегодня число вообще? Сегодня 16, 16, ну, 45 я апнул 13-го, да. Да, короче, вот таким вот образом, ребята, мы имеем дело с супер спидран аккаунтом. Я еще, не знаю, хочу увидеть человека, который там за 10 дней 50 ранг апнул, хотя многие в комментариях, кстати, такое пишут, но никто ко мне на обзор так и не пришел. Когда уже апнув этот аккаунт, и понимаю, что если человек не первый раз будет играть в игру, то, в принципе, можно дней за 14 45 ап. Ну ладно, давай мы с тобой посмотрим, что вообще, чего ты достиг за эти 18 дней, какие у тебя персонажи есть. Поначалу у меня почти все эпики есть, кроме Саи. Я ее не крутил, коплю на бал. Ну как почти? У тебя троих не хватает, четырех четырехзвездочных персонажей тебе не хватает. Точно, Синьянджи. Да, но зато у тебя есть Аяка, Кэцин и Мон. То есть ты уже 3 легендарочки успел забабахать. В принципе, 3 легендарки за 18 дней. Вот этого персонажа не должно быть на этом аккаунте. Так многие говорят, особенно про Мону. И этого тоже... Нет, ее я хотел, когда крутил обычный баннер. Короче, в итоге мы имеем вот такое количество персонажей. Ну, интересно. Давай глянем, получилось ли у тебя собрать созвездия какие-то на персонажей или нет. Я очень много крутил Аяку, баннер, потому что мне выпала там Кицин на 72-м и Аяка потом на 78-м. Дионка C1 у нас. C1, она там с классического баннера мне нападала, потому что я Йоми не крутил. Аяка, она и так очень дорого мне вышла. А ты донатил вообще на аккаунт или нет? Да, у меня было БП. Кстати, вот, чтобы поспидранить, без БП намного сложнее делать. Там слишком много смолы дают. И голды, которые поначалу очень не хватает. Сахароза совсем недавно выпала. Я ее тоже хотел, так как из аниме персонажей только легендарки. И одна еще Саю сейчас добавили. Синсю тоже я захотел. Кицинка, Мона тоже. Беннет без первой консты. Хотя бы он есть. Он... Ну да, и уже хорошо. Да. Сянлин C1. Здесь должно быть все 6. Будем надеяться, что в баннере бал ее... я, по крайней мере, надеюсь. Очень хочу C6 на L. О, Чугун C2. Это из баннера... Да, Аяки бахнул. А сколько ты круток вообще влил в баннер? Круток 150. Сейчас 152 вроде бы. А так 150 было. Поначалу было круто. Очень много примагенов, отовсюду валятся, поэтому Аяку получилось вытащить. Ну да. Бейда вторая. Эмбер C0. Нингуан. Да, C4 успел. Неплохая батарейка для мейн Эльки получается с C4. Но пока руки до нее не дошли. Ты нормально так бахнул Нингуанку, я тебе скажу. Еще чуть-чуть и C6, C1. Интересно. Да, вот с ним мне повезло. Яншпей C2. О, это круто, кстати. Здесь довольно редко все по гаранту падает. Да, давай посмотрим сейчас на твои ружки. Глянем, что у тебя. Есть легендарочки или нет. О, да. Есть небесное крыло, которое упало мне с первых 12 круток в стандартном баннере. Хороший лук. Прям отличный лук. Но из лучников у меня Диона и Эмбер. Давай посмотрим на твои артефакты. Вообще фармил артефакты за все это время? На каком ранге ты вообще их начал фармить? На 45-м, наверное, да, когда там... Я на 41-м, на 40-м я немножечко захотел, потому что, мне уже надоело тогда квесты, собирать вот эти все сундуки, окулы вот эти вот. Да. Ты уже становишься как загипнотизированный, вот это вот все сворачивается, разворачивается, и хотелось немножечко пофармить, но нет, никому не советую, падает очень редко до 45-го ранга. Сколько времени вообще в день ты уделял
игре? Ты, получается, все эти 18 дней каждый день заходил в игру, каждый день. Почти. Вот я еще хотел сказать, что вроде бы кажется, первые 40 уровней очень легко берутся, а потом ты очень сильно зависим от встреч. Так что всем, кто бы хотел спидранить, очень советую дойти хотя бы до них, до 35 ранга, чтобы открыть встречи. Они очень много дают. Первую неделю я прям сидел, часов 6, наверное, спал в день, все остальное в Геншине играл. Получилось так, что выпали как бы выходные, каникулы, отдых, не знаю, как это объяснить, и что захотелось новый проект посмотреть, и зря я на него посмотрел. Время жрет Геншин просто до хрена. До 45 уровня ты наслаждаешься, просто бегаешь по миру, все вот эти вот сундучки постоянно светятся, а сейчас уже такое. И гораздо больше времени там, что зашел, поделал эти делики, да. И... Так, а что, давай глянем тогда уже на твои артефакты. Я смотрю, у тебя есть уже прокачанные на максимум легендарочки. Что по статам? Ребят, у меня, кстати, заявление. Сегодня мне выпал цветок на 43% крит урона. Мы просто всем сервером в шоке сидели. Это просто жесть. Как такое может быть? Теперь я могу чем-то похвастаться. Уже хорошо. Кстати, можете написать в комментариях, какой у вас максимальный крит урон в седоп статах был. Ну, единственный более-менее адекватный сет, я вот в первый день как 45-й апнул, я хотел его собрать сначала на Кицин. Так, ну что, у нас тут крит урон 7,8, шанс крита плюс 9. С цветками повезло. У меня довольно много их неплохих нападало. Вот другой на сяночке стоит. О, это прикольный. Плюс 20 вот крит урон. Ну, вижу, у тебя крит урон плюс 15 прям. У меня тут почти все цветки с крит уронами, ну и там силы атаки какие-нибудь. Неплохо, я тебе скажу, слушай. На 46-м ранге прям вообще супер. Вот с цветками повезло, а дальше уже грустно. Перышко. Ну, на крит урон и силу атаки. С кубками это, конечно, проблема, особенно в начале. Наролить на определенную стихию, это вообще... Я еще думаю, такой в первый день, когда вот 45-й апнул, фармлю арты, и мне такие хорошие арты падают, думаю, что всем не нравится. Месяцами сидят в данже, я такой, да вот, я вот почти за один день все собрал, а сейчас уже все. Спустился с небес на землю, да. Да, сейчас уже понял, на чем нужно страдать здесь. Конечно, у тебя есть тут 4-звездочный прокачан, но, блин, по факту тут сколько? Один ранг у тебя прошел, да? С момента, когда норм данжи у тебя открылись, поэтому это, в принципе, нормально, я думаю, здесь. Ну, покажи статы, покажи вот статы своих персонажей, самых прокачанных, посмотрим. Что ты в итоге получил? Здесь неплохой крит урон на самом деле получился. Ну, даже и шанс крита тоже неплохой. Да, при том, что это еще и с криорезонансом, там его предостаточно. А с кем ты? У тебя основная пачка сейчас вместе с Аякой, да, получается? Это вот я ее сегодня докачал. Сегодня Сахарозу и Синсю я апнул до 70. Ну, это такой... До этого у меня бегала Аяка Диона для резонанса. Потом и в команде был еще Беннет с Сянлин. Ага. Чайника у нас не будет, ребят, потому что, ну, естественно, распидранили в чайнике, там особо не на что смотреть. А сейчас глянем на количество примагемов, сколько у тебя там осталось, сколько ты копил. Вообще, в принципе, на дальнейшие твои пожелания. Ну, скорее всего, ты бал, конечно же, будешь крутить. Да. Но мы имеем 3332 примагема. И еще одна круточка. Одна круточка, да. Но у меня еще этот Сакура не полностью там. 415 у нас были и один блеск. Ну что, а мы будем с тобой крутить-то круточку на удачу-то, чтобы тебе бал выпало или не будет? Ну, давай, Сая, может быть, выпадет. А может, Сяо. Ну, может быть. Ну, давай, одну круточку можем сделать и надеяться, что со следующей круточки на бал уже тебе повезет. Да, давай. Ну, может быть, драконий эпос или эпос о драконоборце. Эх, даже с ним не повезло. Это хороший знак.